кто-нибудь, наверное, увидит это в мусорке и подумает: боже, что за роскошь, роскошь на грани разорения и в мусорке. Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале, и сегодняшнее видео, честно, будет носить терапевтический характер, потому что я собрала косметику вместо которой в мусорке. Но как бы громко это ни звучало, основной посыл в том, что срок годности здесь супер давно подошел. Некоторые средства уже очень давно лежат, и мне просто жалко от них избавиться. То есть я ими не крашусь, у меня уже даже отдельно был чемоданчик испорченной косметики. What? Зачем? Почему? Ответов нет. И я просто в последнюю секунду, когда садилась снимать это видео, я собрала силами все это вот так закрытыми глазами буквально вот сюда, накидала в эту коробку и думаю: все, с Богом, снимем сейчас видео и распрощаемся с этим. Конечно, я не могу сказать, что обилие испорченной косметики как-то меня останавливает покупать новую, но, честно, я уже хочу освободиться от этого груза и буду рада, если вы со мной посмотрите, потому что здесь есть супер классные средства, которые я обожаю, которые я, несомненно, повторила, но просто уже опасно наносить их на лицо, но есть средства, которые мне меньше понравились, поэтому давайте просто поковыряемся в тухленькой косметике, хорошо проведем время, и в конце я благополучно это все выброшу. Поехали! Давайте, наверное, начнем с самых каких-то обширных таких ключевых моментов в этой урне, и, честно, вот это больше всего мне жалко выбрасывать, и я не знаю, как я от этого избавлюсь, потому что уже очень давно ей не пользуюсь. Когда приезжала сестра, я ей сказала, что я хочу снять это видео, и она понюхала и сказала, что она даже пахнет уже не очень, вот. Но я все равно открывала и смотрела и думала: какая же ты роскошная. Но давайте по порядку. Это палетка для контурирования Shade and Light от Kat Von D, но честно скажу, что я не могу сказать, что она какая-то была невероятная, я ее супер полюбила. Нет, наверное, это была одна из моих таких дорогих палеток, мне ее подарили, и она для меня была какой-то ключевой. У меня тогда было мало дорогой косметики, и я восприняла это просто как: о боже, я буду крутым визажистом, и вообще стану какой-то невероятной феей бьюти. Но, как вы видите, использовала я ее действительно мало, потому что она, в первую очередь, как мне кажется, как раз-таки невероятно полезная будет для визажистов, но, наверное, не для обычного человека, потому что здесь оттенки немного смущающие, да. Например, вот этот, окей, еще можно использовать как, например, для перекрытия синячка, вот этот, ну, как бронзер, окей, вот этот был светловат, это тоже светловат, вот этот самый хороший, вот он был комфортный. Здесь была очень хорошая пластичная текстура, он невероятно приятно наслаивался, хорошо выглядел, не пятнил, то есть достаточно комфортно. Единственное, что по мне он плотноват, то есть если, опять-таки, вы не мастер тушевок, то в целом всегда кремовые продукты, они тяжелее. Но так как я уже сказала, здесь все-таки больше была ориентирована на человека, который красит много лиц, а не одно. Я даже вот этот рефил не закончила, но, видите, тоже все пыталась что-то вообразить. Не знаю, сколько уже здесь срок годности, уже давнишний, потому что только 6 месяцев можно после вскрытия было логично ей пользоваться, но я ей не пользуюсь тоже уже очень давно, и я с радостью распрощаюсь. Кто-нибудь, наверное, увидит это в мусорке и подумает: боже, что за роскошь, роскошь на грани разорения и в мусорке. Так, кладем, куда же класть? Давайте вот сюда, но здесь, конечно, будет бардак скоро, но ничего, главное, что бардак не будет на моем косметическом столике. Так, дальше давайте я расскажу вам про скраб The Act, и я сразу скажу, что он мне очень понравился, просто срок годности подошел к концу, и здесь всего 4 месяца, сколько его можно использовать, я не успела его допользоваться, а так как это все-таки наше тело и местечки такие, скажем так, очень сенситив, то, конечно же, я решила, что пора с ним распрощаться. У меня здесь осталось буквально чуть-чуть, но так как он недавно подошел к концу, я вам даже его покажу. И мы посмотрим эту текстуру. Это очень питающий, офигенный скраб, который просто невероятно круто питает, но единственное, что для многих он может показаться тяжеловатым. То есть он такой очень питающий. И вот тоже мне, например, подруга говорила, что ей не супер комфортно после него, а моя кожа, она у меня супер всегда обезвожена, сухая, невероятно классно себя с ним чувствовала. Он мне действительно очень понравился. Я его, кстати, очень выгодно купила на Wildberries, по-моему, 1+1. В общем, там на Wildberries какие-то фантастические цены на The Act. И в целом мне очень симпатизирует этот бренд, у него очень хорошие средства. Вот, единственный косяк этого скраба, наверное, это косяк моей ванной, что его просто невозможно очистить. У меня весь душ, вся душевая кабина была в этом скрабе, потому что он, ну, кофейный, и все-таки я больше сейчас предрасположена к каким-то сахарным скрабам, с такими мелкими частицами, которые растворяются в воде, не травмируют вашу кожу. Здесь кожу тоже не травмирует, очень все комфортно, но я замучилась мыть ванну после него, потому что у нас как-то слив работает странно, и вот эти крупиночки были просто везде. Но потому как это работает, и это просто феноменально. Давайте я вам покажу, интересно, вот так увидите? Да, показала вам просто черное нечто.
Ой, как он, знаете, как он пахнет? Просто шоколад, какао, до сих пор пахнет невероятно. Сейчас даже такая, помоемся, кто узнает, что он просрочен. Ну нет, конечно же, не будем. Так, давайте сейчас я вам покажу. Здесь вот такие частицы. Господи, сейчас я еще это все опрокину. Смотрите, вот такие частицы скрабирующие, и они просто невероятно. Вот видите, он даже уже стал суховат, потому что, ну, собственно, он уже все, до свидания. И он уже испачкал весь стол. Не самая хорошая была идея, но, в общем, это такие скрабирующие частицы, которые были соединены маслом различным, да, но они такие достаточно жестковатые, то есть это такой прям хороший скраб. То есть если вы любите не совсем деликатную историю, то можете присмотреться, потому что вот тоже, несмотря на то, что уже масла все улетучились, такая мягкая, приятная кожа, просто очень-очень хороший. Жаль, что не успела им воспользоваться. И мы его складываем тоже сюда. Дальше я покажу вам базы от Smashbox, и это тоже та история, когда я буквально закрытыми глазами их схватила, потому что, ну, признаюсь сама себе, что они уже уже как бы нужно от них избавиться. От этой мне меньше грустно избавляться, потому что у меня есть аналог от Fenty Beauty, колготки максимально свежие, классные, комфортные, можно им пользоваться, я их очень люблю, и честно, я-то уже очень давно им не пользовалась. То есть у меня все средства, помимо того, что они в отдельном ящике лежали, не знаю, чего берегу, в общем. И вот этот очень прикольный продукт, я не знаю, есть он сейчас вообще у Smashbox или нет, по-моему, есть. Он как, знаете, такой бронзирующий, красивый. Я специально взяла вот палитру, потому что на руку немножко боязно наносить, но здесь я вам тоже покажу немножко эти продукты. Соответственно, это Foundation Primer Photo Finish, и он именно на подсвечивание очень красиво смотрится, как бронзирующий продукт. То есть я его наносила такой плотно набитой кистью, сейчас я вам покажу даже похожую, ну такую, только единственное, что побольше, да, и вы просто распределяете на зоны, где у вас бронзер. Он очень красивый, очень симпатичный. Сейчас мы нанесем на палитру и с вами посмотрим, как он выглядит. Даже побольше могу. Вот видите, то есть он как и хайлайтер, как бронзер, в общем, очень-очень-очень красивый. Кстати, я настолько им долго не пользовалась, что даже забыла, что он не совсем как бронзер, потому что я все-таки сравнила с колготками Рианы, но там больше такой прям бронзирующий оттенок, уходящий в какую-то, да, такую красивую коричневую благородную историю. Здесь, как мы увидели на мини-свотче на палитре, он больше песочного оттенка, то есть здесь скорее на зону хайлайтера можно его наносить и непосредственно как базу, например, если у вас отлично красивая кожа, у вас будет просто чуть подсвечено, такое загорелое лицо, либо смешивать с тональным кремом, но я его наносила именно вот на эту область, чтобы подсветить и дополнительно потом еще хайлайтером пройтись. В общем, действительно, давно не носила, уже даже забыла, не знаю, есть ли он в продукте или нет, но он просто очень мне нравился, наверное, половинка осталась, ну, собственно, пойдет он сегодня отправиться на прогулочку. Следующее средство, которое мне было жалко относить к тем, которые я выпрошу, это Smashbox Photo Finish Foundation Primer, это как раз потрясающая штука для тех, у кого комбинированная жирная кожа, расширенные поры, просто работает нереально. На силиконовой базе выравнивает все, что только нельзя выровнять. Ваша кожа очень красиво смотрится, макияж долго на нем носится, просто действительно находка. У меня осталось не так много. Я знаю, что сейчас по-другому немножечко выглядит формат выпуска. У него, между прочим, срок годности был 2 года, то есть это реально хорошее вложение. Ну, возможно, не на каждый день, но если вам нужно круто выглядеть, вы не хотите носить тональник Double Wear, то это вполне себе вам подойдет, потому что он просто очень крутой, прям вообще, можешь купить даже, не знаю, мне он очень нравится, жаль, что закончился. Так, дальше мы уже, соответственно, говорим про Clarins Sauce Primer, и я его не очень поняла. Мне его подарили, я его, кстати, вот вообще, он почти закончился, мне кажется, вообще ничего нету. Это 0,5 лавандовый оттенок, и он для того, чтобы непосредственно выровнять цвет кожи, чтобы сделать более красивую кожу, чтобы все наши там красные какие-то, да, пятна на нашем лице, желтоватые подтоны, в общем, все неровности вашей кожи, именно цветовые. Этот такой лавандовый цвет, он выравнивает и делает вашу кожу более красивой, однотонной, в общем, более такой отдохнувшей, я бы сказала. Я его использовала, как вы видите, то есть я и даже не как нон-праймер, но я его смешивала с тональным кремом, прям сразу наносила. Очень хорошо, кстати, вот этот лавандовый цвет, если вам темноват тон или слишком желтоват, я тоже разбавляла, и он немножко его так нейтрализовывал. Но мне кажется, что, ну, я вот не могу сказать, что я заметила, что у меня как-то цвет кожи прям менялся. Ну, нет. Ну, как бы нет, прикольная, приятная, классная отдушка, хорошее вообще такое средство, но я бы, наверное, сама его не повторила, потому что, ну, не особо заметила, как он работает. Но непосредственно, я думаю, наверное, если сравнить там одну сторону с ним, другую с другим, наверное, будет разница, но для меня, для человека, который не визажист, который красит чисто для себя, я, наверное, не повторю это средство, хотя, несомненно, оно тоже симпатичное и имеет место быть в вашей косметичке.
Дальше пойдем. Я так смотрю, у меня вся эта косметика ассоциируется с периодом, когда у меня совсем не было денег. Я не могу сказать, что сейчас у меня их много, но тогда вот такие помады, это был просто... Я помню, я в университете еще их покупала, и тоже вот все это время хранила. Все время хранила до того, что они аж, посмотрите... Вот, не знаю, очень трогательно все это выбрасывать, но пришло время. Соответственно, это помада от Lime Crime, я помню, что мы их заказывали еще в университете с девочкой, с которой мы общались, мы были помешаны на косметике, вместе заказывали прям с официального сайта из Америки, очень долго ждали, в общежитии обменивались этими помадами, в общем, очень приятные и теплые воспоминания связаны. И оттенок один из самых популярных, кашемир, я его до сих пор обожаю, это просто лучшее, что могли придумать. Я помню, что тогда ходили дебаты вечно, что кто-то говорил, что кашемир это некрасивый оттенок какого-то непривлекательного человека, который уже не первой свежести, ну, поняли, на кого я намекаю, вот, и, соответственно, другие говорят, что он очень таинственный, и на мне он так красиво раскрывался, я невероятно люблю вот эти сливово-серые, лиловые помады, мне не очень идут, но сейчас как бы у меня не такого цвета карандаш, но все равно вот я люблю какие-то холодные оттенки на себе, выглядит просто очень красиво. Сейчас я тоже нанесу вам на палитру. Даже пахнет хорошо. Все пытаюсь оправдать. Кстати, очень похож на оттенок Milkshake от Натальи Шик. И у меня, кстати, есть сейчас Milkshake, мне кажется, поэтому я, наверное, его и взяла, потому что он мне понравился. Вот он немножко как будто бы чуть рыжит на камеру, но, поверьте, он такой, хотя он и здесь рыжит. Но, в общем, на губах он сероватый, он такой прям серо-серо-сливовый подтон. И вторая помада у меня есть, это Dream Girl, это такая бордовая помада, и я в то время в университете очень любила темные помады, постоянно с ними ходила, просто вообще чувствовала себя самой классной. Тут тоже есть от NYX помада еще с университетских годов, и, соответственно, я тогда полюбила темные помады, много их носила во всякие образы, вообще. Мне, кстати, идут темные помады, я просто, к сожалению, сейчас их почему-то редко ношу, но мне нравится. Смотрите, какой красивый оттенок, такой сливовый, очень интересно, он такой, знаете, сливовый, ягодный. Вот, кстати, этот оттеночек можно было бы повторить. У Lime Crime не все помады офигенно, а вот это пахнет ужасно. Вот. Хорошо, что я это на палитру нанесла. Вот, соответственно, у Lime Crime не все помады хорошо ложатся, некоторые действительно плешивые, но стойкость феноменальная, и, в принципе, они не скатываются. И я знаю, что вот эти два оттенка, они очень хорошие. То есть, если вдруг вы захотите повторить, потому что они точно, по-моему, еще представлены в линейке, то вот можете взять, они очень красиво носятся, и все с ними в порядке. Здесь как бы я ручаюсь. Так, двигаемся с вами дальше. И дальше я опять тоже, давайте по темным помадам пойдем. Вот у меня 3 относительно темные помады, купленные тоже в один период времени. Это 2 помады от Maybelline, просто матовые, самые стойкие на планете. Если вы хотите помаду, которая будет всю жизнь на вашем лице, я даже читала на рекоменде, ну, crazy, конечно, девушки, но они писали, что они ложились спать с ней, что они на следующий день она еще держалась, кто там опыты проводит. Я вам это не советую, не рекомендую, но если вы хотите тоже что-то такое таинственное, интересное повторить в вашей жизни, то эти помады вам необходимы, потому что они просто очень невероятно с этим справляются. Так, это помада у меня в коллаборации с Пупой, возможно, вы вспомните, как давно это было, и это тоже такой интересный оттенок, такой сливовый, кашемировый, очень красивый, мне в подарок еще дали тени, и я тоже решила с ними распрощаться, потому что, ну, я даже этим не пользуюсь. Вот, здесь оттеночек номер 12, Unstoppable, вдохновились, наверное, песней Си. Сейчас посмотрим на него, я его редко носила, потому что, я говорю, эти помады матовые, они, конечно, офигенно смотрятся, за те 400 рублей, сколько они стоили, просто идеально, но они настолько, блин, даже я боюсь, сейчас, мне кажется, я потом не отмою, ладно, для вас. Вот, смотрите, очень красивый сливовый оттенок, просто благородный, губы увеличивает, офигенно смотрится. Сейчас я быстро его сниму, потому что палитра, она впитывает в себя, нормальненько. И, соответственно, вот эта помада крутая, но вы не сможете ее повторить, к сожалению, потому что это была лимитка. И вот такая же тоже еще помада у меня от Maybelline, супер стойкая, ягодная. Здесь такое пересечение красного и ягодного, тоже очень-очень-очень красивый оттенок. Ну, вы понимаете, да, к чему меня тяготела тогда душа, какие оттенки я любила, но они действительно красивые, я носила их в любое время года, в любое время суток, очень любила такие оттенки. И мой самый любимый, мне кажется, тут даже практически ничего не осталось, это, я знаю, что сейчас немножко другой дизайн, но еще есть, NYX Liquid замша. Очень-очень классный оттенок, он такой красивый, у меня всегда все спрашивали, что на губах, вот здесь... Запах тухленькой косметики.
Ой, ну вот это самый красивый. Это пересечение коричневого, какого-то бордового, сливового. Он очень круто лежит на губах, он абсолютно он их наполняет, делает их больше. В общем, очень красиво. Вот это прям советую, сейчас я посмотрю номер оттеночка, может быть, даже он есть. Да, это 12 оттенок. Я, к сожалению, не знаю, может быть, это что-то сейчас поменялось, потому что я видела, что такая помада есть. Может, сможете найти, потому что я вот ее, честно, из всех этих помад прям советую повторить. Давайте посмотрим тени. Видите, они были в подарок, тут до сих пор осталась наклеечка подарок к этой помаде, но я, скорее всего, еще что-то на Maybelline покупала, может быть, подводку, я ее просто обожаю. И я ими редко пользовалась, несмотря на то, что они какие-то тоже такие темные, сероватые, интересные, готические, но как-то они мне совсем не зашли. Текстура вроде и неплохая была. Вот, смотрите, она двойные тени, вот здесь такой серый оттенок, не буду вам его показывать, просто вы сами поймете, что это серенький оттеночек. А второй оттенок, он был вот поинтересней. Он, видите, немножко такой серый, дуохромный. Сейчас я его нанесу, может быть, получится на палитре его разрисовать. Ой, он вообще не виден на палитре. Ну, может быть, вообще, да, даже не видно, где я ему ливала. Вот здесь. Ну, на руку давайте, ладно. Надеюсь, что... Кстати, хорошо пахнет еще. Думаю... не сильно испортит мне руку. Вот видите, такой красивый был сливовый какой-то металлический оттенок, очень прикольный, но я как-то с ним выглядела болезненно и удручающе, я бы так сказала. В общем, как-то не совсем мне нравилось, хотя я говорю, повторюсь, люблю готические образы, но как-то не совсем зашло, хотя тут прикольное такое сочетание, как будто дуохромчик такой интересный. Дальше я расскажу вам про тени эстрад. И честно скажу, что над ними я тоже думала, они бюджетные, я их относительно недавно купила, ну как бы срок годности так практически подошел к концу, но, как видите, я их очень мало использовала, рука все-таки тянулась у меня к Luxe Visage, потому что мне кажется, что эта формула немножко устарела. У меня были, соответственно, 2 бутылечка, которые я просто вообще за глаза использовала, они мне очень нравились, но потом я перешла на Luxe Visage, и уже вот видите сами результат моей любви к Luxe. Ну и вот, как вы видите, это результат моей любви к Luxe Visage. Они, в общем, практически новенькие, отправятся, к сожалению, на покой. Здесь я могу вам показать оттенки, потому что они, мне кажется, если вышли из строя, то относительно недавно. Но что я могу сказать, что здесь очень сильно зависит то, как ведут себя тени от оттенка. И, например, мне безумно нравится оттенок... Бейонсе, если я не ошибаюсь. Неплохой оттеночек был Риhanna. Я знаю толк в женщинах. И, соответственно, мне не понравился оттенок Пэрис и Шанель. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Потому что они как-то плешивят. Ну, мне кажется, как-то не совсем хорошо. Ну, давайте я вам покажу сводчи. Может, вам пригодится. Может, вы смотрите себе эти тени, что они очень бюджетные. Так, мы нанесем оттеночек Бейонсе. Самый красивый. Ну, даже сейчас смотрю, он прекрасно ложится. Просто все с ним хорошо. То есть, если вы посмотрите все эти тени, я советую вам взять Бейонсе. Они красивые как топпер будут смотреться и непосредственно красиво будут под ложечкой. Дорогие друзья, буквально секунда вашего внимания. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал и на этот, конечно же, канал, то я убедительно вас прошу это сделать. Во-первых, чтобы здесь не пропускать новые видео, когда они появляются, жмите колокольчик, чтобы вообще первыми наслаждаться ими. И, соответственно, в телеграме очень весело, очень интересно, там классная живая атмосфера, я с вами общаюсь, можно задавать любые вопросы, я всегда приду на помощь, помогу, найду выгодные предложения. И в целом все самое интересное, что я вижу, я всегда скидываю в свой телеграм. Первые обзоры, какие-то первые впечатления тоже появляются в телеграме, там можно спойлеры ловить на то, что вас ждет. В общем, там интересно, подписывайтесь, и на запрещенную сеть с картинками тоже, буду вас там ждать. Дальше мы нанесем с вами Риану. Это оттенок, который больше всего подходит под Smoky Eyes, под то, чтобы быть классной подложкой под какие-то синие истории, под какие-то зеленые истории, оливковые. В общем, все будет очень красиво смотреться. Кстати, я только сейчас поняла, чем попахивает оттенок Рианы такого цвета. Не буду я, конечно, оглашать, но, ребят, как-то немножко не совсем культурненько, мне кажется. Вот, так, Риана, он тоже хороший, он мне понравился, как смотрится. И 2 оттенка, которые не очень хорошо себя ведут. Это оттенок Шанель. Он, кстати, симпатичный, он такой, знаете, совсем легкий, у него розовый финиш и голубые блески. Он, кстати, похож даже на то, что у меня сейчас на глазах. Вот, но, к сожалению, красиво смотрится только на руке. И дальше оттеночек Пэрис. Пэрис, он просто такой розовенький. Розовый, теплый, в оранжевый уходит. Он такой интересный. Вот он, самый светлый. В общем, красивые оттенки, но имейте в виду, что их нужно приручить. Не все хороши. Поэтому я от них
собственно, и с ними прощаюсь, потому что пока люкс визаж мне больше нравится. Так, дальше мы поговорим с вами... Я не знаю. Помада Шанель. Вы, небось, мне сейчас скажете, Даша, ее можно продать на Авито, или ее можно продать на Озоне, или ее можно продать на eBay. Она даже хорошо пахнет. Но ей очень много, и я ей не пользуюсь, поэтому, наверное, она пойдет отдыхать. Это Шанель 83. Оттеночек очень красивый. Нанесу на руку, потому что я люблю его. Я не боюсь. Я не боюсь, что случится с моей рукой. Смотрите, какой он прикольный. У него очень легкий подтон, он такой в коричневый уходит. В общем, очень красивый. Мне даже рука тянется положить в другую сторону. Но, наверное, я с ним попрощаюсь. Вообще феноменальная помада. Она так приятно смотрелась, знаете, так освежающая, такой легкий тин давала. Очень ее любила в то время носить, но не успела израсходовать. Так, дальше тоже роскошь Герлен, блеск. Мне кажется, у всех он был в то время, потому что просто... Что такое, если у тебя нет блеска Герлен? Я помню, когда я его купила, я чувствовала себя самый крутой, самый. Он очень красивый, кстати, невероятно. Это один из самых красивых, кстати, блесков вообще, который у меня был. Мне кажется, скорее всего, это постоянная коллекция, он еще есть. Я прям максимально советую. Обводила карандашом Vivienne Sabo и заполняла блеском Герлен. 463 оттенок. Вот видите, такой, он очень красивый, рыжеватый, теплый, там столько блесток, он так многогранно переливается. В общем, очень мне нравится, я бы его реально повторила, супер комфортно на губах, мне кажется, один из лучших блесков, который у меня вообще когда-либо был. Кстати, вот руку печет. От чего печет? Не знаю, может быть, от помады Шанель. Так, дальше у меня есть Нуба. Вы все помните, когда Лена Крыгина расхваливала Нуба Малибачи номер 7, Милибачи номер 7, и она тоже у меня была, но она уже давно отправилась на покой. Вот, а этот оттеночек я позже купила, это 24 оттенок, он тоже очень красиво смотрится. Сейчас я вам покажу, ой, руку-то печет. Все-таки поменьше, надо на руку наносить. Вот, смотрите. Как все мои помады. Мне кажется, вы скажете, Даш, у тебя все помады были одинаковые, и вы будете правы, мои друзья, они все действительно были одинаковые. Мне Нуба понравилась меньше. Она как-то, знаете, суховата и менее комфортно губы с ней себя чувствовали. Хотя красная номер 7, она действительно фантастическая, у нее холодный, красивый подтон, отлично губы выглядят, прям все красиво. Еще из дорогого тоже Eye and Brow Maestro Armani. Я помню, что там был просто потрясающий консультант, который меня заставил, убедил, чтобы я это все купила, но я этим мало пользовалась. Это Ash Blonde. Это, соответственно, помадка для бровей, но ее можно было использовать и стрелочки рисовать, и кремовые тени. Очень крутая, и на самом деле, я думаю, в принципе, ее можно оживить дюралайном и поиспользовать. Но она у меня так долго тоже уже лежит без дела, не тянется к ней рука. Есть другие какие-то более актуальные для меня средства, поэтому тоже, наверное, она отправится отдыхать. Дальше моя одна из любимейших помада от NARS, это оттенок, так, господи, где это? Оттенка нет, но называется Trans Europe Express, она просто очень крутая, это такая, та же самая, как и все, но она правда красивая, сейчас я вам покажу, у нее такой красивый оттенок. Посмотрите, он больше в ягоду уходит, такая яркая ягода, и вы так комфортно себя ощущаете с ним на губах. У меня просто, мне кажется, все фотографии вот тех лет были с этой помадой, потому что очень-очень-очень красиво, и я тогда купила, тоже для меня тогда было очень дорого, и я шла, хранила ее у сердца, и как же она мне нравилась, как же я восхищалась этой покупкой. Вот у меня есть такая Пупа 001, и это тоже какая-то была лимитированная коллекция. Я помню, что я купила ее супер дешево, и она мне не подошла, она мне не понравилась, потому что я тогда не носила розовые помады, хотя сейчас, конечно, я бы с удовольствием ее носила, очень очаровательный, красивый розовый цвет, но тогда, знаете, когда ты еще молод душой, тебе кажется, что это все странно, что это все колхоз, а вот бежевый это красиво. Так, дальше еще из Пупы лимитированные такие стики, тоже были одно время, тоже уже очень долго у меня лежат, мне нравится их формула, и я иногда их сравнивала, да, по текстурам, потому что, ну, они крутые, и мне кажется, что за эту стоимость и вообще за то, сколько они просили, как редко они их делали, это вообще преступление, потому что вот эти стики были просто фантастические. Сейчас я понимаю, что можно их использовать было и на румяна, но я тогда была не супер прошаренная, я, конечно, использовала их только на губки, но уже очень давно их даже не открывала, не знаю, даже рисуют ли они, сейчас посмотрим. Так,
Да, да, вполне себе рисует. Смотрите, это был такой оттенок очень нюдовый, очень красивый. В нем маленькие деликатные блески такого же бежевого оттенка. Очень красивый. Вот видите, вот даже совсем мало осталось, я тогда все-таки не доиспользовала их. У меня есть все равно привычка, что как срок годности подходит, я немножко так откладываю в сторону, но все равно жалко. Так, и, соответственно, этот ягодный, я его тоже тогда мало носила, потому что мне казалось, что, как я уже сказала, что ягоды это не совсем благородно. Хотя сейчас я обожаю такие оттенки. В общем, я ошибалась. Так. Дальше у меня еще одна помадка от Lime Crime. Там, по-моему, такой какой-то серый оттенок, и я взяла, потому что мне кашемир очень нравился, и я подумала, что, наверное, буду пользоваться, но, по-моему, совсем мало я ее использовала. Как-то она мне не совсем зашла. Хотя я убеждала себя, что это модно, это очень круто. Вот. Такой коричневый оттеночек Lime Crime, это номер... это чокер, возможно, он до сих пор есть. Называю вам, может, вам понравится, вы захотите приобрести, потому что он был... очень комфортная была эта помада на губах, хорошая, хотя сейчас смотрю, может быть, сейчас она бы мне и пошла. Но тогда почему-то мне казалось, что она меня как-то старит и не очень в хорошем свете меня показывает, когда я ее использую. Так, дальше стик от L'Oreal, ну не стик, а помада 464 Color Riche. Мне он очень нравится, просто офигенный тинт, вообще легкий, я его и на губки, и на румяшки, на щечки использую как румяшки. Очень красивый оттенок, очень живой, подвижный, у него пигментация достаточно хорошая, но его можно нанести просто пальчиком. Очень мне нравится, но вот тоже, к сожалению, уже давно в открытом состоянии, поэтому придется с ним распрощаться. И что, у нас тут не так уже много осталось. Пожалуйста, не удивляйтесь этой красоте. Так выглядит мой стол после того, как я разобрала всю свою косметику. И, соответственно, то, что уже просрочено или приближается срок годности к концу, я вам, соответственно, для видео отобрала. И сейчас хотела вам показать, что вспомнила про еще одну штучку, хайлайтер Becca. Я очень часто вам его, честно говоря, показывала, советовала, но мне кажется, пришло время распрощаться. Здесь тоже точно уже все подошло, к сожалению, к концу. Он просто невероятно красивый, у него очень красивый подсвечивающий финиш. Я его в основном смешивала со своим тональным кремом, либо его можно наносить как базу. В общем, это самое лучшее было мое вложение денег. У меня уже это вторая баночка, и, соответственно, сейчас вообще очень тяжело достать. Мне кажется, на Авито я еще видела, но не знаю, как тут со сроками годности. Мой, к сожалению, тоже уже отправится отдыхать. Очень жаль, невероятно его люблю. Но, кстати, я купила еще подсвечивающий тон от Influence. Я показывала вам его в прошлой распаковке. И я надеюсь, что он по эффекту будет чуть-чуть более похож. Ну и мне кажется, это тоже такая хорошая история, что мы его отпускаем и впускаем что-то новое в свою жизнь. Очень его люблю, но пришло время прощаться. Сейчас буду, на самом деле, здесь разбираться. Пишите, интересны ли вам такие расхламления, потому что в следующий раз мы можем вместе все это как-то расположить. Давайте, наверное, сразу... вот еще, смотрите, какая интересная. У меня есть Сефары, мне тоже подарили. Металлический оттенок 107. И, кстати, знаете, я его редко носила, но в одно время я прям его затаскала вообще. Он такой прикольный. Вот именно такой красный, морковный, немножко металлик. Очень эффектно смотрится, когда, знаете, максимально у вас белые глаза, то есть я прям белые тени делала. И, соответственно, только реснички оформляла и вот эту помаду. Смотрелось очень красиво. Так, дальше я вам покажу карандаши от Vivienne Sabo. Вы с ними точно знакомы. Просто, посмотрите, они настолько старые, что вот я их нашла в какой-то коробке. Им точно уже пора тоже отправиться в одно местечко. Так, номер 102, номер 101 и 101. Ну, это самые популярные оттенки. Не будем даже делать сводчи. Это просто красивый такой нюдовый, чуть темноватый оттенок. И номер 102, по-моему, больше уходит в кирпичик. Вот, хорошие карандаши, вообще офигенные, у меня просто есть новые, поэтому вот эти отправятся отдыхать. Так, дальше у меня вот такой тоже доисторический карандаш, нашла в своих залежах, это Essence Honey Berry, и я просто его обожала, он такой красивый, вот давайте его покажу, если сможете его найти. Комфортно, полностью губы заполняла им и супер хорошо смотрится. Вообще я тогда только просекла этот лайфхак, что можно покупать карандаш и заполнять все губы, и я тогда, боже мой, как я была рада, что я это узнала. Еще интересный карандашик у меня, по-моему, Divage Velvet, номер
вообще номера не осталось. Простите, номера не осталось. Давайте вам покажу. Вот он такой был темненький. Я тоже заполняла им полностью губы и чувствовала себя на миллион баксов, что я просто какая-то вообще роскошная женщина. А мне было лет, не знаю, 20 максимум. Так, дальше у меня еще два карандашика для бровей. Они очень крутые, это мои самые любимые карандаши, но я уже просто купила новые, и с этим, мне кажется, пора нам прощаться. Как удивительно, это карандаш от марки L'Etoile. Это единственная косметика, которая у меня есть от этой марки. Я обожаю этот магазин, но вот косметики у меня мало их было. И это 703 оттенок. Это лучший карандаш. Ой, он же почти не рисует. Но посмотрите, какой он красивый. Он просто такой блондинистый. Очень хорошо подстраивается под любой цвет. У него очень хорошая текстура. И вообще, вот я не знаю, сейчас производят этот карандаш или нет, но если есть, вот L'Etoile 103 оттенок. Его просто очень было тяжело купить в то время. Я помню, что мы в 3 L'Etoile ходили, потому что он, видимо, самый такой популярный. И от Евы Мозаик Анютины глазки. Вот, известный тоже карандашик, он у меня уже новый. Этот тоже уже вообще не рисует, сухой. Этот еще более такой, видите, более молочный, приглушенный, прям совсем для блондиночек. Но я люблю посветлее оформлять брови, несмотря на то, что я темненькая, мне так больше нравится. Потому что когда ты темным оформляешь, как-то более такой злой у тебя, уставший взгляд. Не совсем хорошо. От Luxe Visage прекрасный гель тоже отправляется отдыхать, потому что, ну, посмотрите, я его весь, конечно, запачкала, невероятно, и он у меня все-таки оставляет хлопья сейчас. Да, и срок годности тоже подошел к концу. Но он мне нравился, я помню, что я во все подборки его ставила, прям вообще любила его. Но сейчас как-то попробовала и поняла, что все, кажется, его время закончилось. Этот карандаш от Art Visage, возможно, еще, кстати, и срок годности-то у него нормальный. Вот, номер 132, у него такой белый высветляющий оттенок, и он очень кремовый, то есть он будет классно смотреться, смотрите, как подложка, под какие-то ваши яркие тени, под какие-то пигменты яркие, прям такой очень кремовый, поэтому вот Art Visage, еще раз скажу, 132, советую как подложку, будет хорошо смотреться, если вдруг вы ищете. Ой, Carmex Sugar Plum, он мне очень нравился, очень крутой, он, по-моему, вишенкой пахнет, и да, он такая вишня, сладкая, припудренная какая-то, очень классный бальзам, я помню, покупала в подружке, очень мне тогда нравился, но тоже вот нашла его, валялся в боксе, мало им, кстати, пользовалась, точнее нет, пользовалась очень много, но расход здесь просто минимальный вообще, смотрите, мне кажется, 60% точно осталось, он мне очень нравился, поэтому если вдруг еще такое производится, вы где-то это увидите, я вам прям советую, он мне очень нравился, такой комфортный, конечно, Кармексом говорят, что каждый день нельзя пользоваться, но когда у вас критичная там ситуация с губами, то можно. Скажите, Даша вам разрешила. Так, Pure, Pow, ну это все, мне кажется, знают. Очень популярная штучка, и тоже уже срок годности подошел к концу, она мне нравилась. Они, знаете, я не могу сказать, что она была какая-то феноменальная, они просто хорошие увлажняющие штучки для губ, как будто бы немножко на вазелиновой какой-то основе, ну такие синтетические ощущаются на губах, я бы так сказала. Но при этом отлично питают, вообще хорошо, я помню, она у меня на столе стояла, вот еще до ковидное время, и я ее забрала и не пользовалась. Вот, и мне кажется, пришло время ее выкинуть. Так, дальше тоже хорошее средство, которое мне очень жалко выбрасывать, это от The Act, скраб для губ, даже баночка уже тоже выглядит такая покоцанная временем. Я израсходовала половину, ровно половину, даже не скажете сейчас 60%. Ну, блин, здесь просто срок годности тоже был 4 месяца. Я не успела за 4 месяца, простите меня, дорогой акт. Вот, буду очень рада, если вы направите мне что-то новое на тестирование, потому что это я покупала за свои денежки кровные, вся косметика, которая здесь есть. Вот, ну, в общем, не успела им воспользоваться, но он очень круто, деликатно полирует поверхность ваших губ, да. Я не знаю, насколько вообще скрабы для губ это суперэффективная вещица, вот с точки зрения какой-то медицины или научного исследования, но как обыватель мне нравилось им пользоваться. Губы наполненные, там очень большой комплекс масел, мне кажется, там, по-моему, масло какао было, еще чего-то, блин, не буду вас обманывать, не очень помню, какие там были масла, но, в общем, я к тому, что очень питательно было прям, и я, знаете, первое время даже переживала, что, возможно, у меня высыпания будут какие-то, либо, ну, потому что здесь тоже такая деликатная кожа, и ты постоянно масло туда втираешь, и туда же не втираешь, как остатки, да, остаются, и нет, я сколько им пользовалась, у меня ни разу не было никаких маленьких там воспалений у губок, где, казалось бы, это возможно было быть. Так, и дальше от Shiny Band блески я вам тоже показывала в многих своих подборках, что мне очень нравится, и, честно, я их даже не знаю, они вообще новые, ну как новые, я их купила в сентябре.
Я их купила в сентябре, срок годности 6 месяцев. Соответственно, они закончились у меня в марте. А сейчас какой месяц? Сейчас май. Когда я это выложу, ну, примерно в мае. Ну, в общем, да, срок годности закончен, наверное, они отправятся на покой. И они у меня, кстати, вот эти вообще засохли. Намек, что надо их выкидывать. Вот. И, соответственно, вот эти штучки, сейчас тоже посмотрим, кстати, как они себя ведут. Вот это чуть лучше. Это чуть лучше. Но я вам эти блески советую. Они хорошие. Я ими пользовалась так, как нельзя пользоваться, то есть я и даже на глаза немножко наносила, потому что, ну, мне нравилось, хотя это вообще не хорошая история, вот, но, например, там какие-то безопасные зоны, вот сюда, непосредственно здесь, там, да, где не будет соприкасаться с вашим глазом, чтобы не было ни аллергии, не дай бог, они не поранили вам глаз, то можно носить. У меня все друзья их скупили, когда я купила, потому что они просто очень классно смотрятся, прекрасно себя ведут, там прекрасная гелевая основа, которая смывается просто холодной водой, если я не ошибаюсь, они не осыпаются, не стягивают тебе кожу, не было никаких воспалений, подкожников там под тем, когда я на щеки наносила. В общем, они прям, правда, must-have-чик, очень-очень красивые оттеночки. К сожалению, у меня не написаны оттенки на них, поэтому я вам их не подскажу. Это такой золотой, там различные были размеры блесток, а это немного такой, как будто лунный, такой желто-синий, в общем, такого цвета. Ох, а мы с вами разгрузились. Знаете, я вот сказала вначале, что это будет терапевтическое видео, так и получилось, потому что я сейчас на все это посмотрела, и я подумала, Даш, зачем ты все это хранила, просто зачем? Половина уже пахнет плохо, половина руку щипет, в общем. Правда, поделитесь, на самом деле, если у вас такая проблема, как у меня, то, что вы не пользуетесь уже и складываете все равно в отдельную коробку. Зачем? Почему? Не знаю. Вот, мне интересно, как работает наша психология, почему нам сложно расставаться с вещами, которые нам уже не нужны. Но я очень рада, что вы посмотрели это видео, что вы помогли мне осознать, что этому место уже в другом месте, а я открываю свои чакры для новой косметики, нового экспириенса. В общем, какое-то философское видео началось. Ну, в общем, желаю вам, чтобы вы как можно легче расставались с вещами, которые вам не нужны, потому что мне кажется, это очень важно. И спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца, надеюсь, что вы подписались на канал, написали комментарий, нажали колокольчик, поставили лайк, в общем, все вот эти истории, которые в YouTube очень важны для продвижения видео, надеюсь, что вы это сделали, и мы с вами прощаемся ненадолго, совсем скоро уже увидимся, до новых встреч, пока! И чтобы вы не думали, что я вас обману, я все честно докидываю.